Кореец, японец или китаец? Или почему я не могу встречаться с русскими парнями? У азиатов маленький. Ой, как я с ними замучилась. Когда мне сделали предложение в 19 лет, мои розовые очки просто разбились. Мне тогда секс вообще не нравился. Одна из немногих причин, почему я хотела мэрит визу. Общество знает прекрасно о существовании вот таких вот борделей. Это, наверное, звучало сейчас немножко дико. Секс с корейцами тоже очень специфический, потому что там это просто ужас. Если, не дай бог, жена узнает, ему все, он мертвый. Изначально я думаю, что он дурак, ты вторгаешься в мое личное пространство. У меня реально что-то не так с головой? К самой пикантной теме этого видео. Кто с вами еще так откровенно поговорит? Я не такая. Я жду трамвая. Дорамный персонаж спустился с небес, и он мог ее спокойно и добровольно повезти в мотель. Скорее всего, что вас кинут после этого. Сам половой акт с китайцем довольно специфическая история. Было да сплыло. У них все нормально в штанах. Такая кувалда. Реально хороший вариант на одну ночь. А у меня был довольно большой опыт, поверьте мне. Мне нужен муж иностранец. Я выбираю. Мур-мур. Все, он на кайфах. Всем аньонсейо, ребятки, с вами я, Сашулька, и мы вновь на моем канале Эль Барсукова. И да, я изменила название своего канала на Эль Барсукова вместо Алекс Барсукова, как было раньше, потому что, к сожалению, мне пришлось закрыть свой инстаграм и открыть новый. Называется он точно так же, как и мой канал на YouTube, Эль Барсукова. Ну и, конечно, не забываем подписываться на мой телеграм, ссылочки все оставлю в описании. Там будет не только о моей жизни, но и, конечно, интересные факты о путешествиях. Я разбила губу вчера, я приложилась лицом об асфальт. Да, и такое бывает. Потому что упала в обморок прямо в центре Москвы, но это не мешает мне снимать для вас YouTube. Кстати, когда люди ко мне подбежали, хотели вызывать скорую, и все были в шоке, что у меня ничего не случилось с моим лицом. Все почему? Потому что меня очень давно не было на ютубе, и я была просто обязана снять это видео. Хочу показать вам мой аутфит, надеюсь, вы его зацените. Я его, кстати, собрала в Корее. И вот такие вот носочки. Фуд-фетишисты вошли в чат. Ладно, ребята, не буду долго томить, и начнем же наше видео. Оно будет на очень пикантную тему, про которую меня всегда спрашивают в жизни, и впервые в жизни я записываю это на YouTube. Ребят, хотела бы договориться с вами сразу. Если у вас есть какие-то определенные принципы по жизни, и вы сквозь свою призму любите осуждать других людей, либо иметь какие-либо предубеждения, то, к сожалению, вам придется выключить это видео и, возможно, перейти на мой канал, посмотреть мои другие видео, ну или нам придется с вами попрощаться. Мне очень тоже неприятно это говорить, но я думаю, чтобы сохранить и ваши мозговые функции и не нарушить какой-то определенный баланс вашей жизни, то лучше не вступать в мою маленькую семью. А всех остальных я рада снова поприветствовать. Мы с вами всегда на одной волне, ребятки. Я заметила, что нас становится все больше, больше и больше. Я очень этому рада. Помимо этого, хочу предупредить, если, ребята, вы не достигли 16-летнего возраста, или вы сейчас находитесь рядом с людьми, которые также смотрят это видео, не достигшие 16-летнего возраста, к сожалению, вам придется это видео выключить или включить наушнички и смотреть втихую. Потому что тут будут такие достаточно взрослые темы, немножко поговорим о моей личной жизни, о моем опыте. И если кто-то также будет в конце не согласен, пишите в комментарии обязательно, мы с вами поговорим на эту тему, потому что я вообще, в принципе, обожаю тему романтики, тему отношений. Ну и плавненько мы подошли к теме этого видео. Кореец, японец или китаец? Или почему я не могу встречаться с русскими парнями? Кстати, европейцев тоже я сюда же вношу. Почему вообще я, в принципе, выбираю азиатов? Сейчас вам все это расскажу, какие-то нюансы. Тут будут нюансы в плане сексуальных половых отношений, также нюансы в плане свиданий, отношения моего и девушек к парням, соответственно, ну и также отношения парням к своим девушкам. Тут будет включен не только мой опыт, но и опыт моих знакомых и друзей, которые имели долгие отношения с представителями азиатской культуры. И в конце я вам расскажу, кого же все-таки я выбрала и выбираю до сих пор, потому что очень частый вопрос, который я действительно встречаю, ну и кто лучше? Ну а что там такого? Все нюансики, все подробности и пикантные вещи я вам, конечно же, тоже расскажу. Надеюсь, вы уже налили себе чаечек, кофеечек, ну или что покрепче в свой стаканчик. Подготовили все самое необходимое на закусочки. И мы с вами начинаем. Кстати, желаю вам, конечно, всегда доброго утра, доброго дня, доброго вечера и доброй ночи. Неважно, в какое время вы это смотрите. Надеюсь, что у вас все в жизни будет складываться наилучшим образом.
Вообще начнем с того, как я изначально познакомилась с корейцами, китайцами и японцами, окунулась в их культуру, и почему я могу сейчас сравнивать с русскими. Я довольно много путешествую, вот недавно как раз я вернулась из своего 4-месячного путешествия по Азии сквозь вот эту призму своего опыта общения с азиатами, как когда я была только путешественником или когда я жила уже в Азии. Я начну свой рассказ. Первое, что я хотела бы сразу сказать, что культура русских, корейцев и японцев действительно очень сильно отличается. Когда люди говорят, что «Ой, как ты различаешь, они там все узкоглазые». Ребят, так нельзя говорить, во-первых. А во-вторых, культура действительно и менталитет очень разный, даже в отношении взаимоотношений между людьми, между парнем и девушкой и так далее. Первый раз, когда я приехала в Корею, у меня были розовые очки на тему этих корейцев, потому что я смотрела дорамы. Я не была никогда фанаткой кей-попа, но, в принципе, мне нравилась азиатская музыка, корейская музыка в том числе. И, конечно, я смотрела на этих прекрасных корейцев, думала, боже, опа, ты так прекрасен. Но, скажу вам сразу, после моего 4-месячного пребывания, это у меня, получается, уже было 4-й раз в Корее, я поняла, что мои розовые очки просто разбились. Также в отношении японцев было, кстати. Я, наверное, стала, может быть, более зрела относиться к ним. С культурой, конечно же, я познакомилась первый раз, когда приехала в Корею. Там я встретила много корейцев, японцев, китайцев в том числе. Но самое мое первое знакомство с азиатом именно на серьезных нотах, это было, когда мне сделали предложение в 19 лет, это был китаец. Вообще это было все сумбурно, случайно, у нас не было никаких особо серьезных отношений, просто, скажем так, были сексуальные отношения и все. Ну и куда-то мы иногда ходили. Я тогда очень сильно испугалась, убежала домой. В принципе, мы сейчас иногда можем поддерживать отношения, просто на переписку из разряда «Привет, как дела, где ты?». Это был мой первый опыт с китайцем, и, если честно, мне тогда секс вообще не нравился. Ну как? Ну, это было так, среднее. Почему мы вообще начали сразу к этой теме подходить? Я хотела ее напоследок оставить. Потому что разница, конечно, очень сильная среди русских и азиатов. Почему, в принципе, я сейчас выбираю азиатов, а не русских. И в то же время между азиатами там тоже есть очень тонкие нюансы, девочки и мальчики, которые я посоветовала вам узнать, если у вас будет такая возможность. Не забываем предохраняться, потому что это очень важно. Кстати, про тему предохранения и использования контрацептивов я вам тоже все расскажу. С азиатами это довольно сложно. Я уже ранее сказала, что у русских и у азиатов есть одна очень отличительная особенность. В России, когда, например, у вас были какие-то половые отношения, сексуальные отношения, или вы просто ходили на свидание, поцеловались, обычно люди уже могут считать, что они встречаются. Конечно, это не всегда, и я в том числе всегда прошу от мужчин, чтобы они мне обозначили четко наши границы. То есть мы встречаемся, не встречаемся. Это очень важно, девочки, не забывайте про это. Потому что, ой, да вроде мы встречаемся, а потом человек в один момент просто ушел, потому что я тебе не предлагал. Такое тоже возможно, и это будет очень обидно. Но в Азии намного все интереснее в этом плане. У них не обязательно иметь серьезные отношения, чтобы у вас были романтические отношения. И для этого даже придумали целое слово. Корейцы его, кстати, тоже используют. Мне его предлагали. Это называется сом. Это романтические сексуальные отношения, когда вы ведете себя друг с другом как парень и девушка, но вы не состоите в серьезных отношениях. Сом может быть с несколькими людьми. То есть, например, человек может спокойно встречаться с вами и еще с несколькими девушками и выбирать, кто ему больше подходит, чтобы уже начинать серьезные отношения. В чем минус в этом случае для иностранок? В основном корейцы все равно женятся на кореянках, потому что бывает иногда против семья, да, действительно до сих пор это важно, хоть и не так сильно, как было ранее. Сам менталитет и культура более понятные, когда ты заводишь семью с человеком твоей национальности. Но, конечно, бывают исключения. У меня было очень много знакомых, которые выходили замуж за корейцев, но и также разводились с ними по причине того, что действительно разный менталитет, и это нужно понимать. Также я знала многих девочек, которые специально хотели оставаться и оставались в Южной Корее по визе G1. G1 — это виза беженца. И многие девушки, которые оставались по визе беженца, думали, что сейчас они получат merit-визу, найдут себе какого-нибудь и будут жить с ним долго и счастливо. Но у визы Merit тоже есть очень много нюансов и довольно неприятных нюансов. Так что, скорее всего, пока вы ее получите, вы просто со своим оппой расстанетесь. И это факт, это было очень много раз, когда я это видела. В браке тоже японцы и корейцы очень специфические. Сом мне, кстати, предлагали несколько раз, но я отказывала этим людям. Либо, когда мне не предлагали сом, но у меня, в принципе, этот сом был.
Довольно неплохие отношения, ничего не могу сказать против. На самом деле я приверженец сама серьезных отношений, но, к сожалению, у меня пока это не получается в силу своего графика, в силу путешествий и каких-то других нюансов, потому что я такой человек, который считает, что если ты чувствуешь, что с человеком у вас есть какие-то недопонимания, которые для тебя уже являются важными факторами, точки несоприкосновения, то лучше вообще эти отношения не начинать. Когда я была помоложе, я думала, закрою глаза, и все будет хорошо. Нет. Так что, надеюсь, вы не будете кидать меня гнилыми помидорами о том, что вот, у тебя не было просто серьезных отношений, ты ничего не понимаешь, с всеми там азиатами, с кем там только не была. Да, наш пострел везде позрел, это факт. Но в оправдании себе я скажу так, что я со всеми своими бывшими нахожусь в очень хороших отношениях, мы друзья, поэтому тоже сами можете сделать выводы. Вообще, это будет сейчас моя самая любимая тема, даже, наверное, она интереснее, чем тема половой связи с азиатами и с русскими. Это тема ухаживаний. Выделила несколько обязательных факторов в плане ухаживаний. И первое, это, конечно, будут сами ухаживания за девушкой и оплата. Китайцы платят везде. Если вы куда-то идете на свидание с китайцем, он везде все будет оплачивать. Не смейте ни в коем случае ему предлагать деньги, это будет оскорбление для него. Это определенное воспитание, определенная культура, и для них это нормально. Их так воспитали китаянки. Поэтому, девочки, спокойно, calm down. Если вы, например, встречаетесь когда-то с европейцем, и у вас осталась привычка платить 50 на 50, ни в коем случае не предлагайте это китайцу. Вы можете предложить это японцу, потому что действительно у них иногда это проскальзывает, что я не очень сильно поддерживаю. Корейцам тоже никогда не предлагайте, потому что сейчас они стали очень разбалованными. Я встречала такого корейца, мы были с ним на свидании, с меня взяли даже за кофе, который он мне предложил купить, пока мы ехали в Эверленд. Для меня это было немножко дико, хотя я планировала, что за парк аттракционов я заплачу сама, хотя никогда до этого такого не делала. После этого случая я поняла, что фиг вам, девочки, вы меня сейчас поймете, когда человек платит на свидании, боже, мы на тебя вообще по-другому, дорогой, мы смотрим. Но когда мужчина предлагает тебе 50 на 50, скорее всего, что ты больше с ним не встретишься никогда. Зачем мне тратить время на человека, который не собирается со мной вести себя как с принцессой, скажем так. Это, наверное, звучало сейчас немножко дико, но люди, которые чувствовали отношения как к принцессе и чувствовали просто обычные отношения, они понимают, в чем разница. Ну, я надеюсь, что девочки с вами будут обращаться всегда как с принцессами, вас любить, обожать, и у вас все будет прекрасно и замечательно. Это очень классно, когда к тебе относятся как к любимой женщине, когда для тебя делают абсолютно все, когда тебя просто обожают, там чуть ли не носят на руках, ты действительно сама расцветаешь, энергетика твоя просто, она становится безумной, и хочется творить, помогать также своему мужчине, делать для него очень много всего. Это не всегда игра в одни ворота. Обычно, когда человек к тебе относится как к принцессе, как к королеве, ты тоже хочешь относиться к нему как к себе подобному. Не буду я вас учить отношениям. Что я такая? Мне всего 25. В моем возрасте все уже люди рожают и замуж выходят. А я вас тут учу отношениям. Поэтому я всегда хорошо расставалась с людьми. Даже с корейцами. Корейцы почти никогда не общаются со своими бывшими. Если вы из того разряда девушек, которые действительно могут приревновать к бывшей, вам это понравится. Если, девочки, вы из того разряда, что понимаете, когда человек плохо отзывается о своей бывшей, то также он может когда-то отозваться и о вас, то вас это может немножко напрячь, как напрягает меня. Давайте построим такую табличку. На первом месте китайцы. Они всегда будут оплачивать за вас. На втором месте у нас стоят русскоговорящие ребята. В силу своего воспитания у нас ребята также привыкли оплачивать за девушку. По крайней мере, большинство. Слава богу, наши русские мамы и русскоговорящие мамы, неважно из какой страны, я могу говорить также про Украину, Беларусь, Казахстан и так далее. Русскоговорящие мамы воспитывают очень правильно мальчиков, и мальчики привыкли платить за девочек. Это очень круто. Мамочки, вам респект. На третьем месте у нас стоят корейцы, потому что они привыкли оплачивать за девушку, у них это тоже принято. Ну и на последнем месте у нас японцы, к сожалению, потому что в Японии действительно есть такая культура, как оплата 50 на 50. Но благодаря моей внешности, возможно, или моему общению, я с таким лично не встречалась. У меня всегда были парни японцы, друзья японцы, знакомые японцы, которые всегда за меня оплачивали. Однажды был момент, когда я понимала, что человек хочет, чтобы я ему также вернула деньги, но я почему-то подумала,
что я не хочу их предлагать, потому что у нас до этого были романтические отношения, и это было просто неуместно. Просить там 500 рублей элементарно за рамен с девушки, с которой у тебя были романтические отношения, немножко странновато, да? Я думаю, да. В этом раунде у нас побеждают китайцы. Они вообще самые зайки, сладкие. С ними очень прекрасно проходит свидание, если бы не одно но. Конечно же, знание английского языка — это то, что очень сильно отличает азиатов. Английский язык. Давайте будем так. Сейчас будет очень смешно, но на первое место я поставлю наших русскоговорящих парней, потому что их английский намного лучше, чем у азиатов, как ни странно. Хотя в ту же Японию приезжает очень много людей с Америки, очень много людей из Австралии, которые, в принципе, говорят на английском языке, это как это их родной язык. Я не знаю, как японцы вообще выживают. Япония вообще, в принципе, у меня иногда складывается ощущение, что они английский не знают, особенно в Токио. Я заметила такую тенденцию, что, например, в близлежащих городах к Сеулу в Южной Корее и, например, в самом Сеуле, как и в Токио и близлежащих городах к Токио, очень плохо знают английский язык. Он настолько плохой, что иногда прям даже сложно. Но, однако, если вы будете в Пусане, в Южной Корее, то есть это такой портовый город, или в Осаке, то вы удивитесь, потому что действительно люди из этих двух городов довольно неплохо знают английский язык. Я заметила тенденцию, если ребята из Южной Кореи, в частности, обучались за границей, это очень частая практика, у них прекрасный английский. Даже если они уезжают не учиться, да, просто путешествовать, жить, так как у них, как я называю, зеленый паспорт. Одна из немногих причин, почему я хотела мэрит-визу и выйти замуж за корейца, а помимо мэрит-визы сдать потом на корейский паспорт и иметь двойное гражданство. Это же мечта путешественника, моя мечта. Так что, мальчики, никому тут жена не нужна. Окей, я, конечно, шучу, но мало ли. Наверное, на второе место все-таки я поставлю японцев, как бы сложно мне не далось это решение. Потом я поставлю корейцев на третье место. Ну и на четвертое место по знанию английского языка я поставлю китайцев, потому что там это просто ужас. Они вообще его не знают. Ну, только если, конечно, они не учились где-то за границей. Да и то это не всегда помогает. Ой, как я с ними замучилась. Чтобы вы понимали, они иногда даже слово hostel не знают. Что такое hotel, они не знают. Я как вспоминаю об этом, мне сразу плакать хочется. Следующий же, конечно, критерий — это подарки. Так как мой язык любви — это подарки, это время, которое человек тратит на выбор этого подарка, как он замечает какие-то определенные детали, которые мне нравятся. Китайцы. Это люди, которые действительно могут купить все, что ты захочешь. Но, к сожалению, они не всегда запоминают, что ты любишь. То есть с китайцем, если вы идете на свидание, ты просто, как маленький ребенок, действительно должна говорить: я хочу это, я хочу это, я хочу это, и вот это. И он тебе это купит. Дело не в том, что китаец хочет вас заинтересовать, он просто хочет даже в глазах общества выглядеть достойно. Насчет корейцев, это люди, которые замечают детали, и они покупают довольно много, когда они не знают каких-то твоих вкусов. Например, моя история с мороженым, когда я жила с парнем в Пусане, и написала ему, что я хочу мороженое, но тут через 5 минут я уснула, а на утро увидела такой огромный пакет с мороженым, потому что человек не знал моих вкусов, но он просто хотел мне угодить, чтобы мне точно понравилось. Следующая, вторая история, когда мы уехали с другим парнем в другой город, но перед этим я выкладывала в сторис: хочу, чтобы мне кто-нибудь подарил цветы. И действительно, этот человек подарил мне цветы. Кстати, корейцы не склонны покупать цветы, как и японцы. Девочке нужно к этому быть готовой. Но если корейцев уже как-то к этому иностранки и русскоговорящие в том числе подготовили, то с японцами намного сложнее, особенно с цветами, потому что у них цветы дарят только на похороны в основном. Вот этот вот парень, другой, мне подарил цветы. И как выяснилось, что в том городе в воскресенье не работал ни один нормальный цветочный магазин, потому что протяженность этого города довольно большая. И он позвонил владельцу, чтобы зайти и купить цветы. Да, девочки, вот такая вот я. Расхитительница сердец. Возможно, мне повезло с этим корейцем с цветами, потому что он жил в другой стране и встречался с другой девушкой, иностранкой, и, возможно, для него дарить цветы тоже было нормально, он понимает, почему девочкам это тоже важно. Даже если, девочки, вы действительно не любите цветы, просите букеты из сладкого, вообще, потому что сам букет, неважно, цветы это или это какой-то сладкий букет, это знак внимания. И в то же время это не та вещь, которая у вас надолго останется, но она будет производить какое-то мимолетное впечатление. Парни, я вам скажу так, что это тоже очень важно, так как когда вы дарите девушке цветы, либо какие-то подарки, которые она, например, только съест и все,
те же самые рестораны. Мы, девушки, это запоминаем. И это как раз-таки создает очень неизгладимое впечатление, когда из мелочей строится, в принципе, общая картина и ваши отношения. Ну и поговорим насчет японцев и русских. Русскоговорящие у нас также привыкли дарить подарки, но только в основном какие-то значимые даты, например, как Новый год, или 8 марта, или день рождения. Но другие даты они не отмечают, или просто так что-то подарить девушке для них довольно сложно. Мальчики, русскоговорящие, страны СНГ, дарите девушкам подарки, даже не только по праздникам, а буквально по пустякам тоже можно. И вы заметите, как будет меняться отношение вашей девушки к вам в лучшую сторону. Японцы и подарки. Это ужас, девочки! Это просто кошмар! Они вообще не дарят подарки. Чтобы японец подарил подарок, это не то, чтобы намекнуть надо, как корейцу. Ему прямо, вот даже если говоришь прямо как китайцу, он не понимает, либо делает вид, что не понимает. What? Bro, what are you talking about, man? В Японии очень странная тенденция на подарки, я не знаю почему. Они также дарят на какие-то важные события, как русские, но вот чтобы просто подарить подарок, что-то из разряда невозможное. Потому что даже я, когда дарила своим друзьям подарки и писала им письма, мой друг, с которыми у нас были когда-то романтические отношения, сказал, что для них это было очень необычно и как бы приятно, потому что так в Японии, не делают. Когда я узнала, что они дарят на дни рождения друг другу, мне плохо стало. Наши кавказские мальчики плакали бы в сторонке, если бы узнали, что девочки подарили не Дайсон на день рождения, а футболку. Это нормально, понимаете, нормально. Понятно, что не у всех, тоже это зависит от человека, сколько он зарабатывает и так далее. Но даже если у нас ребята работают на 2 работах, зарабатывают небольшие деньги, мы можем скидываться и дарить прям офигенный, крутой, дорогой подарок. А в Японии нет. Они дарят подарки по своему бюджету. Также иногда могут вообще не дарить подарки, если приходит на день рождения. Когда об этом узнала, мне стало плохо. Либо дарить что-то действительно очень, типа футболки. Блин, ребят, можно я не буду так говорить? По тему подарков я очень трепетно имею отношение к этому. И мне очень больно, когда я слышу, что люди вообще не потратили ни времени, ни денег на то, чтобы сделать человеку приятно. Язык любви подарков, чтобы вы понимали, это даже не сама стоимость подарка. Больше это стоимость времени, которое ты тратишь на подарок, и знание человека. Конечно, если вы познакомились недавно, лучше подарить деньги. Или когда человек сам просит, чтобы ему подарили деньги на исполнение его какой-то мечты. Но сколько я знаю таких историй, когда ты даришь деньги, человек просто их куда-то тратит. Явно не на какие-то воспоминания. Вот очень редко, когда люди действительно тратят деньги на то, на что им подарили. Ну что, ребята, подошли мы к одной из самых пикантных тем и моей нелюбимой теме. Это тема измен. И, конечно же, на первом месте у нас будут корейцы. Вообще в Корее нормальная культура того, что они ходят по караочкам, в офистели и в другие злачные заведения, где можно, конечно же, провести время с девочками, иногда с девочками и на продолжении, по тему караоке, про тему того, как девочки зарабатывают в Корее, что там делают корейцы и вообще, почему розовые очки на корейцев у меня разрушились в одно время. Если вам интересна тема, как заработать в Азии, пишите. Работа в Азии. Я вам расскажу. Это кошмар. Это просто кошмар, никому не советую. Давайте немножко углубимся в историю. Например, мы все знаем прекрасно, что в Японии были гейши в одно время, в Южной Корее были кисен, то же самое как гейши, девушки для развлечения, которые пели, танцевали, сидели, выпивали с гостями. Конца 18-го, начала 19 века некие такие бордели, но во Франции они назывались как дома терпимости, ну и в принципе в Россию то же самое примерное название привезли. Почему вообще называли дома терпимости? Изначально это трактовалось так, что девушки терпят это тяжелое общество и отношение общества к ним, но на самом деле со временем все вошло в другое абсолютно противоположное понимание, что общество знает прекрасно о существовании вот таких вот борделей. Почему на первом месте у нас стоят корейцы? Вообще, у них не особо принято изменять, если знает твоя жена. Но проведение времени в караоке в том числе, типа с друзьями, без девочек, это нормально. Но, конечно же, в основном мужчины идут в заведения, где есть девушки, которые за ними ухаживают, которые смеются над их шутками
и так далее. Почему это происходит? Потому что кореянки довольно ревнивые девушки. В плане жен они довольно строгие, там жуткий матриархат идет. И, конечно, мужчины хотят где-то выплескивать свою мужскую энергию. Это я пытаюсь их так оправдать. Но на самом деле измены оправдания нет. На втором месте у нас, к сожалению, идут русские, я бы сказала, и русскоговорящие, как бы мне тяжело не хотелось бы это признавать. У нас не просто время с девушками проводят, у нас именно как раз-таки есть история одной ночи или заведение постоянных любовниц, потому что в Азии в основном больше распространена история про one night stand, а в России больше распространена история про одну постоянную или двух постоянных любовниц. И, к сожалению, у нас в России тоже существует, поэтому ставлю это на второе место. На третье место ставлю, конечно же, японцев, потому что у них точно такая же структура, как и в Корее, но они более сдержанные в плане каких-то историй про тач, ну, то есть трогать девочек и так далее, потому что корейцы это просто, я называю, игра в бобра, если вы знаете такую игру, когда стоит такой стенд, и там поочередно выпрыгивают бобры, и нужно их вот так вот бить. Вот я точно так же говорю, когда корейцы пытаются тебя потачкать. Они прям пытаются вот так вот, как маленькие дети, тебя затронуть. Например, с русскоговорящими ребятами, с европейцами это всегда очень нежно, это всегда очень плавно, это всегда очень вкусно. А вот в Корее действительно вот это вот. В Японии более сдержаны. Кстати, китайцев по изменам ставлю на последнее место, потому что если, не дай бог, жена узнает, ему все, он мертвый. И помимо этого он еще должен будет ей деньги. Так что китайцы в основном они привыкли даже больше не то чтобы изменять, скорее думать об измене, такая эмоциональная измена, но в то же время они привыкли больше пить, выпивать. Насчет пьянок, следующая тема. Все думали, что русские в основном, ну, украинцы и так далее, самая пьющая нация. Но на самом деле, ребята, мы русскоговорящие, мы с вами просто ангелы по сравнению с азиатами. То, как пьют японцы, корейцы и китайцы, это просто трэш. Давайте сделаем два столбика на тему алкоголя. Первое — это сколько и кто пьет, и кто как выдерживает алкоголь. Конечно, самая пьющая нация — это китайцы. Второе место по самой пьющей нации я ставлю корейцев, потому что эти ребята просто так много пьют. Целая культура даже есть того, как ты ешь самгипсаль. Возможно, на третье место я поставлю японцев, потому что они очень много тусуются, очень много пьют. В определенном возрасте. И вы не поверите, но самую непьющую нацию я поставлю русскоговорящих ребят на четвертое место. Однако, кто как переносит алкоголь? Китайцы и русские будет очень спорно, потому что и те, и другие довольно хорошо переносят алкоголь. Преимущественно большинство японцев очень сильно и быстро напиваются. То есть обычно, если днем вы встретите японца, он довольно сдержан, он всегда приветлив и так далее. Но как только в него попадает несколько капель алкоголя, у них краснеют щечки, как в дорамах, и начинается просто ужас. Они очень громкие, они могут посылать на улице. В отношении алкоголя корейцы становятся очень тактильными. То есть, наверное, из-за того, что они себя сильно сдерживают в плане тактильности, но как только они выпьют, у них начинается очень жуткий тач. То есть корейцы, когда выпивают, им прям хочется всех обнять, всех потрогать, особенно девочек там под юбку и так далее. Это вообще очень частая история в клубах, да и не только в клубах, и поэтому, девочки, будьте осторожны. Китайцы просто любят бухать, очень много бухать. А у русских, когда мы выпьем, начинаются очень сложные темы космоса, жизни. Так что, ребята, выбирайте сами, кто вам больше по душе. Окей, alright, bye!